Представители знака зодиака Весы. Здравствуйте, мои дорогие Весы. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября. Осень на пороге, и на этой неделе с летом осень наша встречается. Так быстро летит время. Но давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Прогноз любой не расскажет о личной истории каждого из нас, но я так думаю, что первое, мы проведем с вами приятное время, это раз. Ну а второй момент, какая-то подсказка в виде, может быть, интуитивного инсайта все равно у вас будет. И мы немножко изменим формат видео. Мы разложим карты вот таким образом, будем доставать. Для вашего обозрения вся колода. И сохраним те же самые вопросы. Первый, что важно знать, что для вас наиболее актуально будет на неделе. Вот давайте достанем вот эту карту. Вы знаете, у кого-то уход, может быть, это ваш уход, смена работы, смена сферы деятельности. Может быть, отъезд куда-то. И тут самые разные. У кого-то отдыхать, а у кого-то переезд, и может быть очень далеко. Хотя эта карта, знаете, когда мы принимаем важное решение, мы ищем из создавшейся ситуации выход, и мы его находим. Может быть, это будет соломоново решение, а для кого-то придется разрубить Гордиев узел. И здесь, конечно, у каждого по-разному, но самое главное – это значение, когда мы не оборачиваемся назад, когда мы понимаем, что то, что было в прошлом, оно не повторится. Есть, знаете, тот момент, когда мы словно отвернулись, и уже это происходит без сожаления. Это может проиграться чисто символически, просто в одной какой-то ситуации в вашей жизни, в одной из сфер жизни, когда я понимаю, что, к примеру, мне от этого человека ждать ничего хорошего не приходится, и это будет, может быть, ваше мнение, не конкретный даже разрыв, это ведь может служить просто какая-то ситуация на работе, и вы пересмотрите отношение к конкретному персонажу, потому что он так себя повел. Или какая-то обстановка вокруг вас изменилась, и тоже что-то пошло совсем не так, как вы прогнозировали, или вы в чем-то наоборот получаете подтверждение. То есть мы от чего-то отказываемся добровольно и смотрим уже вперед-то с оптимизмом. Кстати, по этой карте есть такое значение, мы надеемся сами на себя. Человек один у нас показан. И самое главное, что вот без сожаления, да, я сказала, ведь 8 кубков нам показаны, может быть, там что-то и осталось. Но обратите внимание, человек даже оглядываться не хочет. И пусть впереди такая тропинка, ну, достаточно темноватая, ее только луна освещает, то есть есть какие-то неопределенности, но человек рассчитывает сам на себя, он готов пройти какой-то путь. Нет здесь каких-то иллюзий по этой карте, а конкретно какая-то реальность. И вера в собственные силы. Вот вера наша творит чудеса, и вот это важно знать. Где-то, наверное, опереться мы можем сами на себя, но и, безусловно, на какие-то свои планы. Вот наша какая-то задумка, идея, мечта, мысль, вот что мы хотим осуществить. Вот это мы как будто менять точно не должны. Даже если обстоятельства напоминают американские горки. Давайте мы узнаем, чего не избежать. Или неожиданности. Это прообраз Медузы Горгоны. И здесь, правда, вот все то, что я говорила, надеемся сами на себя. И как люди нас могут подводить, кстати, у кого-то это будет, ну, как основополагающим моментом для принятия решений. Потому что, если мы немножко так вернемся в мифологию, почему Медуза Горгона пострадала? А где-то из-за своей доверчивости и наивности. Она была уверена, что люди, которые выглядят порядочно, точнее не люди, а боги, Афина Паллада, ну что говорить, богиня-воительница, она на нее понадеялась, на ее где-то доброту, безусловно, порядочность, на ее искренность. А, в общем-то, она попала под удел зависти. Ей же непосредственно, она была очень красива. Медуза, ей же Афина-то и позавидовала из-за ее красоты, из-за чего вся трагедия разыгралась. То есть вам могут просто позавидовать, мои дорогие. Вот какая-то неожиданность. Может быть, у вас сейчас тысяча, как я говорила, неопределенностей. И ситуация совсем непростая. Но кому-то, глядя на вас со стороны, кажется, эх, ма, хорошо живется. Или
больно хорошо выглядит. Вот знаете, даже до таких банальных вещей, как раз с учетом этой карты, может дойти дело. И другой момент, аспект, что даже те места, которые нам были абсолютно знакомы, здесь могут для нас какую-то, ну, сюрприз хранить. Поэтому мы должны действовать очень осторожно. Карта говорит о том, что мы доверяем только самому себе или самой себе. И мы должны словно сами себе соломки подстелить. И даже будучи в местах, которые для нас абсолютно знакомы, ну, наверное, предположить, как альтернативный вариант, что нет какой-то надежности. Надежность только мы сами и в нашем контроле ситуации. Вот, видимо, это чего не избежать. Мы можем столкнуться с разными людьми. Поэтому наша принцесса и держит наготове меч. Кого не нужно, может быть, отрезать словно, исключить из своего окружения или круга тех лиц, которым мы прежде доверяли. У кого-то так проиграется. Или для кого-то проиграется отказ от чего-то и уход. Но, наверное, у каждого по-своему. Есть какая-то тема, или это может быть отношения, или может быть конкретно как коллега, даже человек по работе, тоже может быть пересмотр доверия. Абсолютно, ну, наверное, тысячи вариантов, у каждого будет свой. Но это то, что важно знать. И самое главное, мы ни под кого не подстраиваемся. Обратите внимание, мы никому ничего не доказываем. Мы просто по-английски как будто можем уйти без объяснения и не вступая в какие-то споры. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время или что нам может помешать. Какое-то ожидание, промедление, что надежда, что ситуация решится сама или что-то тут нам кто-то придет. Но не совсем, может быть, на помощь по этой карте, но определенно, словно что-то улучшится или будет какой-то прогресс в последующем. Нет, вот есть конкретная ситуация, может быть, у вас, я так думаю, каждый знает. И это будет какая-то ранящая ситуация или обстоятельства, или связанные с конкретным человеком, или с обстановкой, или по работе, или в личной жизни. Но есть то, что вас не устраивает, мои дорогие весы. Карты нам говорят, вы это не измените. То есть, либо вы соглашаетесь с этим жить, взаимодействовать, но чудес ждать не приходится. Не изменится как ни люди, так и, может быть, отношение какое-то к делу. Не будет какого-то прогресса по конкретным обстоятельствам или по конкретному человеку. Поэтому надеяться, что время какое-то пройдет и как-то обустроится или все станет на свои места, нет, нам говорят, чему сейчас не время. Хорошо, а что нам будет помогать? Давайте мы достанем. Вот от начала до конца, если мы надеемся сами на себя. Хотя для кого-то это карта императора. Но надо сказать, я думаю, что больше это ваши энергии вам показывает, что это вам, словно императору, надо от начала до конца контролировать свою жизнь и все свои планы. Хотя, повторюсь, не договорила, что это может быть какой-то человек, ведь это помогает, который занимает определенный пост и вам, ну, где-то симпатизирует. Или ваш какой-то проект готов поддержать, продвинуть. Такое тоже может быть. И у кого-то же из вас может создаться ситуация на работе, когда просто коллеги позавидовали, правда? Допустим, руководитель поддержал ваш проект или какую-то вашу мысль, задумку, может быть, даже, да, или видение, как поступить в той или иной ситуации, что-то организовать, а кто-то, ну, так, знаете, зубами скрежещет, потому что, ну, не его мысль была поддержана и может вставлять палки в колеса. Вот тогда от таких людей не надо ждать чудес, они не улучшатся. И значит, тогда надо быть очень аккуратными и продумать, да, правда, как это дистанцироваться от такого человека. У кого-то конкретная ситуация может проиграться. Для кого-то из вас эта карта может говорить, что нам будет помогать, к примеру, если мы все документы составим так, как положено, по какому-то закону, по иерархии, может быть, когда мы действуем по иерархии, когда мы не прыгаем через голову начальства. Кстати, нам это тоже помогает, потому что император – это сама по себе иерархия, это уже олицетворение какой-то власти. Нам помогает, может быть, когда мы вообще больше сотрудничаем где-то так с людьми, которые занимают
Высокий пост может быть и так, когда мы сами нацелены на какую-то свою идею или то, чего мы хотим добиться. Мы, когда не меняем свои планы, но, точнее, цели не меняем, а вот планы или вот то, что, в принципе, сообразно обстановке мы можем корректировать, чтобы что-то важное свое, да, не упустить, или, ну, чтобы оно как с каких-то настроек словно не сбилось. Вот это проигрывается по карте императора. У него же всегда есть свои намерения и цели. А вот какие-то обстоятельства, которые меняются, император как раз это принимает. И он знает, что и люди переменчивы, общество переменчиво, обстоятельства будут все время меняться, но от этого его положение не должно меняться. Поэтому он где-то к гибкости тоже готов. Вот и гибкость определенная вам будет тоже где-то помогать. Вообще статусная карта. У вас есть возможность изменить статус, как будто вы уходите от какой-то прежней разочарования, неопределенности к какому-то новому статусу, к новому качеству жизни. Может быть, будет меняться и ваша жизнь тоже. Тут у каждого по-своему какие-то перемены, но что-то, на что нам хватает, как будто силы воли, решимости идти вперед, и пространство нас тогда будет поддерживать. Самое главное, не время останавливаться, сказала бы так, мои дорогие весы. Давайте мы узнаем, что от меня скрыто. Ну, явно чего-то скрытого такого нет, хотя может у кого-то проиграться, что вы на вас захотят, допустим, приобщить, точнее, вас к каким-то разным работам, делам, или попытаться, допустим, у тебя это получится лучше, чем у меня, сделай за меня работу, или, может быть, у вас много обязательств на этот момент, и сложилась такая обстановка, что много вопросов надо закрыть. Поэтому эта десятка жезлов мы тоже подводим своеобразный итог. Кто-то заканчивает конкретное дело, тему, проект, и у нас как будто хватит сил, физических сил, формы, разобраться с чем-то. С другой стороны, карта может подсказывать, так ты новых каких-то обязательств на себя не набирай, потому что ты не резиновый, ты не безграничный. Тут есть по этой карте всегда смысл как бы найти, а нужно ли тянуть эту вязанку жезлов, а нужно ли включаться в решение абсолютно всех вопросов, или уделить внимание самому себе. Что-то очень важное может стоять на кону. Всем хорош не будешь. Вот как раз несколько карт про это говорят. И, может быть, какая-то многозадачность вам сейчас может просто мешать. И вы думаете, что я сейчас поработаю лучше или сделаю больше работы, а потом меня оценят, а нам карты говорят, а вот так не будет, ты ничего не дождешься. Тут какие-то конкретные действия нужно предпринимать или что-то словно быть готовым к переменам, вот как будто так. А еще нам карта говорит, что скрыто. Самое главное, наверное, что режим труда и отдыха. Может быть какое-то напряжение, может быть просто даже по одному какому-то конкретному случаю. И напряжение эмоциональное, ну так оно бывает еще сильнее, чем физическое. Поэтому отдыхайте, мои дорогие весы, потому что уставшие люди делают ошибки, а вы не имеете права на ошибку. У вас что-то очень важное может стоять как раз на кону на этой неделе. С чем-то придется определяться. И, может быть, это решение будет ну так тяжеловато принять, но принять необходимо. И именно теперь, как будто мы не можем отложить на потом, мы не можем надеяться на какой-то вот счастливый случай или что ситуация разберется как-то сама. Нужно увидеть какую-то реальность и быть где-то готовым к неожиданностям. Ну вот, по крайней мере, об этом нам говорят карты. Давайте мы посмотрим по основным сферам жизни, и мы достанем карту, которая у нас будет называться «Дела, работа, бизнес». Ну, тут мы остаемся довольны собой, поэтому как бы тут нам сразу и про деньги говорят. Девятка кубков и карта эгоиста, когда у нас, в принципе, с финансами порядок. И стало быть, если мы, где-то ж мы зарабатываем деньги, поэтому любую ситуацию, значит, по работе мы как-то можем продолжить в свою пользу, да, или изменить свою пользу. Одним словом, много что решить, когда мы останемся довольны по делам, по работе, по бизнесу и где-то, в принципе, по деньгам. Но я так думаю, что
Не совсем нам тут говорят карты о том, что это может быть и плохо, может быть даже, если в контексте карты эгоиста. Нам ведь тут наоборот говорят, что надейся-ка ты сам на себя. И я бы сказала, мои дорогие весы, а побудьте-ка вы немножко эгоистами, как будто именно это вам поможет решить какую-то вашу задачу. Для вас что-то в больший плюс как будто получить. Пронаблюдать за кем-то, может быть, принять важные или сделать выводы, решения. У вас все под контролем, и это важно. Давайте мы узнаем, а что же у нас по финансам. Праздник, правда, финансы будут, с учетом даже, я уже сказала, по девятке кубков. И, кстати, деньги не тратим. 9 по нумерологии в преддверии перемен, как будто что-то будет меняться, и вам нужно оставаться словно ресурсными. Но на деньги у нас выпадает тройка кубков, и это есть какой-то праздник. Может быть, есть какой-то, знаете, наряду с решением ваших задач есть еще и то, что вас порадует, есть то, что вас вдохновит, то, что добавит улыбок на вашем лице. Может быть, это как новость, а для кого-то это как раз та задача, которую вы хотели решить, и у вас это получится сделать. Что в личной жизни, давайте узнаем, достанем отсюда карту. Какие-то окончательные перемены. Никогда не будет так, как прежде. И, кстати, должна сказать, если кто-то, может быть, особенно это проиграется для тех, кто работает сам на себя и ждет, например, гонорар. И если вдруг он задерживался какое-то время, то я имею в виду крупная сумма денег, вы ее точно получите вот на этой неделе, потому что когда выпадает аркан смерти, деньги до нас доходят, даже те, которые вот мы заработали, но они где-то там вот застряли как будто, да, и мы на это не влияем. Но личная жизнь не только нам тут про любовь говорят, тут какая-то может пройти для вас самореализация, как в каких-то новых условиях, в новом ключе, в новом качестве. И нам карта-то говорит, не то, что это, знаете, какая-то ваша личная история любви заканчивается. Нет, хотя может для кого-то вот этот быть вариант отъезда, и вы будете что-то тут продумывать. А может быть это предварительный, или вы что-то будете просчитывать в своей жизни. Есть смысл возвращаться или нет, у кого-то ведь это вот так вот тоже может проиграться. А нам карта говорит, что как будто ситуация поменялась уже окончательно. К прошлому возврата нет. Тебе сейчас просто нужно пройти словно сквозь какие-то неопределенности или через то, что, ну вот темновато, да, вот это значение. У нас и по восьмерке кубков идет, когда человек отвернулся от тех кубков, которые, может быть, там что-то содержат, но он почему-то направляется по узкой тропе, которую освещает луна, темнота, да, в значении. И по 13-му старшему аркану ведь тоже есть значение, что надеемся сами на себя, и сквозь какую-то темноту мы проходим, сквозь какую-то пустыню мы проходим. Это необходимый период, когда мы отстраиваем какие-то новые связи, новые, может быть, шаблоны поведения, новый опыт, новые контакты, новое качество жизни. Но прежде чем мы пробьемся словно к солнцу, мы должны вот этот путь проделать, но отчасти не то, что совсем один, но больше рассчитывая на собственные силы. В первую очередь, наверное, это принять какое-то важное решение. Вы должны, мои дорогие весы, на этой неделе, хотим мы этого или нет, или увидеть какую-то реальность, не будет как прежде. Поэтому нет смысла как что-то ждать, что вернется все на круги своя, да, семерка пентаклей. Или как-то изменятся люди, или пройдет время, что-то мне предложат. Нет, мы сами кузнецы своего счастья. Вот карты об этом говорят. И у вас сейчас очень ресурсная позиция, но от вас все равно требуется словно сделать шаг к себе самому навстречу, к себе из будущего. Перекладывайте на себя, хоть это и на личную жизнь выпало. Я бы сказала, вы словно находитесь в моменте перехода, мои дорогие весы, и назад дороги нет. Вот так.
как-то так. Но есть место празднику, есть реализация какая-то. Может быть, и есть какая-то ностальгия. Может быть, еще тысяча каких-то нюансов, которые вам непонятны. Что-то может и не нравится, что-то выбивает из колеи. Но словно есть все-таки у вас человек, на которого вы можете опереться, я бы сказала. И несмотря на какую-то усталость, скорее всего, продолжить путь какой-то вам придется. Перекладывайте на себя, будьте счастливы и любимы всегда.